Стоп. Прежде чем вы куда-то уйдете, дайте мне 30 секунд. Всего 30. Потому что то, что произошло в турецком кино за последние несколько дней, вы, скорее всего, еще нигде не видели собранным вместе. А зря. Потому что здесь есть история, от которой у поклонников одной актрисы буквально перехватило дыхание. Смотрите, что вас ждет. Ханде Эрчел приняла решение, которого от нее не ожидал вообще никто. И я не про новую роль, все куда неожиданнее. Мерт Рамазан Демир появился там, где его не думали увидеть, и поклонники не поверили своим глазам. Пынар Денис и Керем Бюрсин оказались вместе в одном проекте, и то, что их связывает по сюжету, вы захотите узнать. А в нескольких известных турецких семьях почти в один и тот же день прогремели такие счастливые новости, что о них говорит вся страна. Но это еще цветочки. Потому что дальше будет громкий, скандальный слух вокруг Казана Акбабы и Сини Мунсал. И вот здесь я вас очень прошу быть внимательными, потому что интернет уже подает эту историю как правду, а я вам покажу, что известно на самом деле. И один сериал, который только-только полюбили, ему уже назначили финал. Раньше срока. А теперь главный крючок, ради которого я и советую вам остаться до конца. Ближе к финалу выпуска одна очень известная актриса призналась в том, о чем в этой индустрии предпочитают молчать. Она оказалась в жуткой, почти абсурдной ловушке. Для одних ролей ее объявили слишком старой, а для других почему-то слишком молодой. И то, что она рассказала дальше, стоило ей нескольких работ. Кто она и что именно произошло, вы узнаете, но только если досмотрите. Здесь будет и правда, и слухи, которые в сети уже выдают за факты. Я разложу все по полочкам, где сенсация настоящая, а где пустая выдумка. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Давайте начнем вот с чего. Если вы хоть немного следили за турецкими сериалами последних лет, название «Красные бутоны» вам почти наверняка знакомо. Это была одна из тех историй, которые невозможно смотреть спокойно. Секта, сломанные судьбы, женщина, которая идет против целой системы. Сериал закончился. Но знаете, в чем штука? Люди, которые его создавали, никуда не делись. Они не ушли на пенсию, не растворились. Они прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, готовят что-то новое. И вот об этом новом я и хочу вам рассказать в первую очередь. Итак, что мы знаем на сегодня? 9 августа, поздним вечером, около 8 часов, известная журналистка Берсен Алтунташ, а к ее имени мы за этот выпуск будем возвращаться еще не раз, потому что половина всех инсайдов идет именно от нее. Так вот, Берсен опубликовала свежую информацию. Сценарист «Красных бутонов», человек по имени Шукру Ниджати Шахин, готовит новый сериал. И готовит он его для канала Now. Название проекта «Шапочницы». По-турецки «Шапкаджи Каденлар», что дословно можно перевести как «женщины-шляпницы». И вот здесь начинается самое интересное, потому что история у этого сериала совершенно необычная. Смотрите. В центре сюжета сельская женщина по имени Айши. Обычная женщина из деревни. Но действие разворачивается на фоне очень конкретного и очень реального исторического события, так называемой революции шляп. Для тех, кто не в теме, поясню коротко, без лишней лекции. В 20-е годы прошлого века в Турции проходили масштабные реформы, и одна из них касалась даже такой, казалось бы, мелочи, как головные уборы. То, что человек носил на голове, вдруг стало политическим вопросом. И вот на этом переломе, когда менялась вся страна, наша героиня Айши бросает вызов собственной судьбе. Из простой деревенской женщины она превращается, вдумайтесь, в икону стиля. Согласитесь, это уже не банальная мелодрама про любовь и измену. Это история про перемену, про то, как один человек меняется вместе с целой эпохой. И показать премьеру, по имеющейся информации, планируют уже в январе. Теперь режиссер.
И вот тут я вас попрошу быть внимательными, потому что именно здесь многие поспешили с выводами. По сети сразу пошла формулировка «Шахин и Атай воссоединяются». Речь про режиссера Амюра Атая. И звучит это красиво, мол, легендарная команда снова вместе. Но давайте честно, как договаривались, я эту фразу пока не готов подавать вам как окончательный факт. Почему? Потому что Берсен пишет аккуратно. Она пишет, что с Амюром Атаем ведутся переговоры о режиссуре. Переговоры. Не контракт подписан, не все решено. Ведутся разговоры. А это, вы сами понимаете, далеко не одно и то же. И вот только теперь, когда мы разложили факты, я дам вам ту самую деталь, ради которой многие вообще открыли эту новость. На главную женскую роль, на роль той самой Айши, ранее обсуждалась Демет Оздемир. Только не спешите. Здесь тоже нужна честность. Это не выдумка, не фантазия блогеров. Еще 30 мая Берсен писала, что сначала проект связывали с актрисой Пенар Денис. Кстати, запомните это имя, мы к ней вернемся в отдельной главе, и там будет своя интрига. Но у Пенар началась беременность, и переговоры действительно перешли к Демет Оздемир. Все так. Вот только это была ранняя стадия кастинга. Стадия весна. А сейчас у нас август. И на сегодняшний день участие Демет Оздемир никто не подтвердил. Понимаете, в чем тонкость? Одно дело сказать, Демет Оздемир играет главную роль. И совсем другое, Демет Оздемир когда-то обсуждалась на эту роль. Разница, как между помолвкой и просто знакомством. Я специально проговариваю это так подробно, потому что дальше в выпуске будут новости, где именно эта разница между «обсуждалась» и «подтверждено» окажется решающей. Так что давайте подведем черту. Что мы имеем по факту? Есть сценарист «Красных бутонов». Есть новый исторический сериал под названием «Шапочницы». Есть канал Now. Есть героиня, есть эпоха, есть даже примерный месяц премьеры. А вот вокруг всего этого два больших вопросительных знака. Режиссер, с которым пока только договариваются. И главная звезда, которую пока не назвали официально. И меня, честно говоря, во всей этой истории цепляет один единственный вопрос. Не «кто сыграет даже», а вот такой: способна ли вообще команда, подарившая зрителям красные бутоны, собраться снова и сделать еще одну по-настоящему большую драму? Или магия одного удачного проекта – вещь, которую не так-то просто повторить? А вы как думаете, вам самим хотелось бы, чтобы это был снова тот же состав, что и в «Красных бутонах»? Или иногда лучше, когда за знакомую тему берутся новые люди со свежим взглядом? Напишите мне в комментариях, мне правда интересно, потому что по этому вопросу зрители обычно делятся ровно пополам. А пока одни актеры только выбирают свои будущие проекты и ждут, назовут их имя или нет, другой любимец публики на днях удивил всех совсем иначе. Он появился не перед камерой. И даже не на съемочной площадке. Он вышел туда, где его вообще мало кто ожидал увидеть. И вот об этом прямо сейчас. Смените на секунду настроение вместе со мной. Мы только что говорили о секте, о революции, о сломанных и переломленных судьбах, тяжелые темы, серьезные. А теперь я хочу, чтобы вы просто выдохнули. Потому что следующая история легкая. Из тех, что заставляют улыбнуться. Есть такой актер Мерт Рамазан Демир. Молодой, популярный, из тех, чьи фотографии поклонницы разбирают на аватарке в тот же час, как они появляются в сети. И вот 9 августа он оказался в новостях. Но, что любопытно, не из-за новой роли. Не из-за сериала. Не из-за романа, который кто-то там опять придумал. А из-за спорта. Дело было на турнире под названием Янка Опен.
Это теннис. И Мерт вышел на корт по-настоящему, с ракеткой в руках, сыграть показательный матч. Не постоять для фотографов, не помахать зрителям. Сыграть. Причем в смешанном парном разряде, где мужчина и женщина играют в одной команде. И вот теперь смотрите, с кем он играл, это важная деталь. Его партнершей по паре стала не другая актриса, не модель, приглашенная для красивой картинки. Его партнершей стала Ипе Кос, профессиональная теннисистка. Настоящая спортсменка. А против них на другой стороне корта стояла еще одна пара, Мелис Сизер и Сар Пагабедюн. Понимаете, почему это вызвало такой интерес? Одно дело, когда популярный актер просто позирует. И совсем другое, когда он выходит играть рядом с профессионалкой, на глазах у публики, где любая ошибка видна. Это уже определенный риск для образа. И поклонники, конечно, оценили, человек не побоялся показать себя в непривычной роли. Здесь я специально не буду ничего додумывать. Мне попадались рассуждения в духе, а он вообще давно увлекается спортом, у него, мол, серьезная подготовка. Но честно вам скажу, надежного подтверждения этому у меня нет. Поэтому я не стану вам рассказывать красивую легенду о его тайной любви к теннису. Есть факт, 9 августа он вышел на Янка Опен и сыграл показательный парный матч с Ипе Кос. Этого факта самого по себе достаточно, чтобы новость была приятной. И, кстати, маленькая деталь для тех, кто смотрит этот выпуск не в день выхода. Вы могли встретить где-то формулировку «Сегодня Мерт сыграл на турнире». Так вот, не сегодня. Матч был 9 августа. Просто держите это в голове, чтобы потом не путаться в датах, если будете пересказывать новость друзьям. А у меня к вам вопрос вот такой. Вам вообще нравится, когда актеры вот так выходят за пределы своей профессии, на корт, на сцену, еще куда-то, где их не ждешь? Или вам милее, когда любимый артист остается именно артистом и не распыляется? Напишите, интересно, как вы к этому относитесь. Но эта легкая пауза длилась недолго. Потому что буквально в тот же вечер пришла новость куда более личная. И особенно теплая для одной семьи, той самой, которую поклонники Ханде Эрчел знают, что называется «вдоль и поперек». Если вы поклонник Ханде Эрчел, следующее имя вам точно знакомо. Гамзи Эрчел, ее родная сестра. И у Гамзи, вместе с ее супругом Джанером Елдарымом, произошло радостное событие. Давайте по порядку, потому что тут легко все смешать в одну кучу, а я хочу, чтобы вы услышали именно то, что произошло, а не то, что кто-то додумал. О том, что Гамзи ждет второго ребенка, было известно и раньше, это не новость последних дней. А вот что стало известно именно 9 августа, вечером, так это пол малыша. И у супругов будет девочка. И еще одна девочка. Потому что первый ребенок в этой семье тоже дочка. И вот тут я не буду грузить вас длинной биографией, перечислять даты, годовщины и прочее, вам это не нужно, да и настроение новости не про сухие факты. Настроение здесь про счастье. Про обычное человеческое семейное счастье, когда пара узнает, что скоро в доме появится еще одна маленькая девочка, и это все меняет. Реакция в семье, как вы понимаете, была очень теплой. И вот здесь я хочу оставить вам маленькую зарубку на память, небольшую ниточку, за которую мы потянем чуть позже. Дело в том, что сама Ханде Эрчел тоже прокомментировала эту новость про племянницу. Сказала кое-что о том, как чувствует себя вся семья. Но ее слова я вам приберегу, мы к ним обязательно вернемся ближе к концу выпуска, в отдельной главе, где Ханде вообще преподнесет неожиданный сюрприз. Так что не теряйте эту ниточку. А пока, просто порадуйтесь за семью Эрчел вместе со мной. В их доме скоро будет вторая девочка. Скажите честно, вы ведь тоже заметили, как в последнее время у турецких звезд словно волна пошла, одна счастливая семейная новость за другой?
Вот вам, кстати, отличный повод проверить, насколько вы внимательный зритель. Потому что прямо сейчас, буквально следующей историей, я расскажу вам про еще одну известную актрису, у которой практически в те же самые дни появилась точно такая же счастливая тайна. Но прежде чем мы туда двинемся, одна маленькая просьба. Этот выпуск я строю честно. Там, где факт, я говорю факт, а там, где слух, прямо предупреждаю вас, что это всего лишь слух. И дальше по ходу будет как минимум одна очень громкая история, которую в интернете уже вовсю выдают за правду, хотя доказательств там нет. Если вам важен именно такой подход, когда вас не кормят домыслами под видом сенсаций, подпишитесь на канал. Мне это по-настоящему поможет, а вы не пропустите разбор, где мы отделим правду от выдумки. Договорились? Тогда идем дальше. Вот вам обещанная героиня. Ее зовут Алина Босс. И у нее в жизни сейчас большая перемена. Только давайте я расскажу это правильно, по нарастающей, как оно и было. Потому что если сразу выпалить финал, потеряется вся суть. А суть вот в чем: Алина Босс готовится впервые в жизни стать мамой. Впервые. Это ее первый ребенок вместе с супругом, его зовут Умут Эверген. Про их брак напомню совсем коротко, буквально одной строкой, чтобы вы понимали контекст. Алина и Умут – пара, и теперь эта пара становится семьей в полном смысле слова. Из двоих их скоро станет трое. А вот дальше та самая свежая деталь, ради которой новость и загремела 9 августа. Причем загремела, если быть точным, поздним вечером, где-то между 8:30 и 10 часами. Супруги устроили то, что сейчас модно называть gender reveal, раскрытие пола ребенка. И поделились результатом через свои страницы в соцсетях. Одно из изданий прямо так и написало: пара сообщила эту новость через Инстаграм. И новость такая: у Алины и Умута будет девочка. Здесь я опять хочу быть с вами предельно точным. Помните, я обещал в первой главе, что разница между «обсуждалось» и «подтверждено» будет всплывать не раз? Вот и тут похожая аккуратность нужна. Кое-где эту историю подали в духе: пришла новость, что Алина беременна. Но, строго говоря, о самой беременности разговоры шли и раньше. А по-настоящему новое, что случилось именно 9 августа, это то, что теперь известно: будет девочка. Мелочь. Может быть. Но я обещал вам честность в деталях, и я ее держу. И знаете, что самое приятное в этой главе? Что мы с вами получили две счастливые семейные истории буквально подряд. Сначала вторая девочка у Гамзи Эрчел. Теперь первая девочка у Алины Босс. Практически в одни и те же дни. Как будто сговорились. Вот тут у меня к вам вопрос, и он немножко личный. Как вы считаете, когда звезды вот так, публично, через сети раскрывают пол будущего ребенка, устраивают эти gender-reveal, это трогательно и мило? Или все-таки такие вещи лучше оставлять внутри семьи, для самых близких? Я, честно, сам до конца не определился. Напишите ваше мнение, соберем статистику прямо в комментариях. Но телевизионный мир, он ведь живет по своим законам, и там в те же самые дни пришла новость совсем иного рода. Не радостная. Скорее наоборот. Потому что для одного из летних сериалов история, похоже, уже подходит к концу гораздо раньше, чем кто-либо ожидал. Задам вам вопрос сразу, в лоб. Почему сериал, который еще совсем недавно только-только боролся за своего зрителя, только начинал набирать аудиторию, вдруг уже готовится прощаться? Не после 3 сезонов. Не после сотни серий. А фактически едва начав. Речь про летний сериал под названием «Закон природы». И вот что по нему известно. 9 августа, вечером, чуть после 8, снова наша уже знакомая Берсен Алтунташ сообщила: этот проект завершится на 13-й серии. 13-й.
Снимает его компания AYPM для канала Star TV. И, судя по всему, дальше 13-го эпизода история не пойдет. Теперь важная оговорка, и я хочу, чтобы вы ее услышали. Это информация от журналистки. Это ее инсайт и ее источники. Я, когда готовил этот материал, отдельного официального заявления от самого Star TV, вот прямо чтобы канал вышел и сказал «да, закрываем на 13-й серии», не нашел. Поэтому будем корректны, это надежная информация от Берсен Алтунташ, у которой в этих делах репутация серьезная, но это не официальный пресс-релиз канала. Разницу вы уже чувствуете, мы ее проговариваем не в первый раз. И вот что еще я не стану делать. Я не стану выдумывать причину. Очень соблазнительно ведь сказать, сериал закрыли, потому что провалились рейтинги или потому что поругались продюсеры. Но официально причин никто не называл. А раз не называл, я не буду вам вешать на уши то, чего не знаю. Что я могу сказать честно и с чистой совестью, это общая закономерность. Летние сериалы в Турции вообще часто получают ограниченное время. Их запускают как бы на пробу, чтобы посмотреть, зацепит зрителя или нет. И если история не выстреливает так, как хотелось, ее могут свернуть быстро. Это общее правило индустрии. Но приписывать эту причину конкретно закону природы без подтверждения я не буду. Может, дело в этом. А может, совсем в другом. И все равно остается это чувство, знаете, немножко грустное. Вот только-только начал смотреть, только начал привыкать к героям, запоминать, кто есть кто, а тебе уже говорят «все, финал, 13-я серия». Не успел толком влюбиться в историю, а ее уже забирают. Скажите, а у вас так бывало? Начинаешь смотреть новый сериал, он тебе заходит, ты уже строишь предположение, чем все кончится, и вдруг узнаешь, что его закрывают досрочно. Обидное ведь чувство. Поделитесь, какой сериал вас так когда-то бросил на полуслове? Но пока один сериал заканчивает свой путь, у другой известной актрисы все только начинается. Причем начинается по-крупному. Пынар Денис, то самое имя, которое я просил вас запомнить еще в первой главе, открывает совершенно новую страницу. И рядом с ней в этой истории оказался актер, которого именно российский зритель знает особенно хорошо. Вот мы и добрались до Пынар Денис. Я вас честно готовил к этому имени еще с первой главы, помните? Там она мелькнула как первая кандидатка на роль в «Шапочницах», а потом ее сменила беременность и другие обстоятельства. Так вот, у Пынар сейчас происходит кое-что поинтереснее любого сериала. И давайте я сразу расставлю акценты, потому что вокруг этой истории намешано две разные вещи, и их постоянно путают. Начну с того, что подтверждено на 100%. Пынар Денис после паузы возвращается к серьезной, большой актерской работе. И возвращается не абы куда. Она снимается в новом фильме Нури Билге Джейлана. Фильм называется «Усталое солнце». Остановлюсь здесь. Потому что имя Нури Билге Джейлана – это, если вы не в курсе, совсем другой уровень разговора. Это не рядовой режиссер сериалов. Это один из самых титулованных турецких кинорежиссеров, человек фестивального масштаба, чьи фильмы разбирают критики по всему миру. И когда актриса попадает в его картину, это, поверьте, серьезная строчка в биографии. Это как перейти из привычной телевизионной лиги в высшую, где играют совсем по другим правилам. А теперь тот самый актер, ради которого, я уверен, многие из вас эту главу и ждут. Потому что в этом же фильме снимается Керем Бürsin. Да, тот самый Керем, которого зритель обожает, наверное, больше многих других турецких актеров. И роль у него здесь непростая. По сюжету его герой связан с героиней Пынар, ее зовут Дифне, линией бывших возлюбленных. То есть между их персонажами есть общее прошлое. А это всегда самая благодатная почва для сильных, напряженных сцен.
Обо всем этом Берсен Алтунташ подробно писала еще 9 июля. А позже появилась информация, что съемки завершились 27 июля. И вот что придает истории свежести. 8 августа в соцсетях действительно всплыли новые кадры со съемок Пынар и Керем вместе. Их сразу растащили поклонники, и это как раз и подогрело новую волну разговоров. А теперь стоп. Внимание! Я обещал вам честность, и вот тот самый момент, где ее надо включить на полную. По сети гуляет еще и вторая версия, мол, Берсен намекнула на какой-то новый телевизионный проект Пынар Денис. Отдельный сериал. Так вот, надежного, свежего первоисточника, где журналистка прямо и конкретно подтверждает еще один новый телепроект Пынар, я не нашел. Не нашел. Поэтому подавать вам это как новость я не стану. Мало ли кто на что намекнул или кому что показалось. Пока это не подтверждено, это не факт, а разговоры. И еще одну поправку сделаю, чтобы уж совсем на чистоту. Кое-где «Усталое солнце» уже поспешили окрестить новым фестивальным фильмом. Смотрите, то, что эта картина Нури Бельге Джейлана, само по себе рождает фестивальное ожидание, так уж устроена репутация режиссера. Но конкретного участия фильма в каком-то конкретном фестивале я на сегодняшний день подтвержденным не нашел. Так что давайте не бежать впереди паровоза. Ожидания – да. Подтвержденный факт участия – пока нет. И вот когда мы все это очистили от домыслов, остается по-настоящему интересный вопрос. Может ли этот необычный союз, популярнейший Керем Бюрсин и серьезная драматическая актриса Пынар Денис, да еще в фильме режиссера такого калибра, открыть новую страницу в карьере обоих? Для Керема это ведь шанс показать себя совсем в другом свете, не в романтическом сериале, а в большом авторском кино. Как думаете, у него получится? Хотели бы вы увидеть Керема именно в такой серьезной роли? Напишите, мне это по-настоящему любопытно. Кстати, вот сейчас самый честный момент, чтобы попросить вас об одной вещи. Мы с вами только что вместе разобрали, где в этой истории правда, а где выдумка про новый сериал. Именно так я и стараюсь делать весь выпуск. Если вам это ценно, не эмоции и хайп, а спокойный разбор, поставьте лайк и подпишитесь. Это правда сильно помогает каналу, а вам не составит труда. А впереди у нас еще будут истории, где отделить правду от вымысла будет еще сложнее, и мы это сделаем вместе. А сейчас от международного кино переходим к международному успеху совсем другого рода. Потому что следующему турецкому актеру сам Netflix решил напомнить, именно с его проектов для очень многих зрителей по всему миру и началось знакомство с турецкими сериалами вообще. Эта глава будет короткой, и я сразу вам об этом говорю честно, чтобы вы не ждали от нее большой драмы. Но история сама по себе показательная, и я объясню почему. Есть актер Чагатай Улусай. И 8 августа официальная страница Netflix в Бразилии, да, именно в Бразилии, опубликовала пост. Смысл его был примерно такой: кто еще не вошел в мир турецких сериалов, самое время войти. И в этой подборке, среди прочего, фигурировал сериал «Портной» с Чагатаем Улусоем. Поисковая выдача по этой публикации тоже уверенно связывает ее именно с турецкими сериалами на Netflix. Для тех, кто не помнит фильмографию Чагатая наизусть, напомню два его главных проекта для Netflix. Первый – «Защитник», история про современного парня, у которого обнаруживается связь со старинным орденом хранителей Стамбула. И второй – тот самый «Портной». Оба в свое время прогремели и стали для западной аудитории такой удобной точкой входа в турецкий контент. А теперь самое важное, ради чего я и предупреждал вас насчет честности. Это не анонс нового сериала. Слышите? Ни новый проект, ни возвращение, ни сенсация. Это рекламная публикация Netflix, которая просто напоминает международной аудитории о турецких сериалах и снова использует лицо Чагатая как одно из самых узнаваемых. И все.
Но даже в этом и все есть, если вдуматься, кое-что приятное. Смотрите, проекты уже не новые. «Защитник», «Портной» — они вышли какое-то время назад. А их до сих пор продвигают, ими до сих пор заманивают новых зрителей на другом конце планеты, в Бразилии. Это ведь и есть настоящий показатель качества, когда сериал живет долго, продолжает работать на актера спустя годы. Не каждый проект таким может похвастаться. Скажите, а с какого турецкого сериала началось знакомство лично у вас? Помните тот самый, первый, который вас затянул? Напишите название в комментариях, уверен, у нас там соберется отличная коллекция, и кто-то найдет для себя, что посмотреть. Но если старые проекты Чагатая до сих пор спокойно путешествуют по миру, то у другого популярного сериала сейчас совершенно иная забота. Там зрители ломают голову над одним вопросом: какая женщина войдет в жизнь главного героя в новом сезоне? И вот эта интрига – одна из самых горячих во всем выпуске. Вот это, друзья, одна из тех глав, ради которых стоит досмотреть выпуск до середины. Потому что здесь есть настоящая интрига, та самая, где никто пока не знает ответа, включая меня. Но давайте разбираться вместе, шаг за шагом. Речь про сериал «Под землей» и его новый сезон. Я не буду сейчас долго пересказывать вам весь первый сезон, если вы смотрели, вы и так помните, а если нет, вам ни к чему 40 минут спойлеров. Нам достаточно знать одно: у главного героя, которого зовут Боза, в новом сезоне всплывет прошлое. И прошлое это придет не с пустыми руками. Что подтверждено. Еще 15 июля Берсен Алтунташ сообщила, в историю действительно вводят двух новых персонажей из прошлого Боза. Его бывшую возлюбленную и его дочь. Причем, важная деталь, на роль дочери уже нашли актрису. Девочку сыграет Азра Аксу. Вот это факт, это подтверждено, за это можно держаться. Теперь про сроки, и тут я поправлю одну распространенную ошибку. Кое-где пишут, будто съемки нового сезона стартуют уже в сентябре. Так вот, по последней профильной информации это не совсем так. 17 июля Берсен уточняла, съемки планируются на конец августа, а не на сентябрь. Разница небольшая, но раз уж мы все делаем точно, держите точную дату. А вот дальше начинается самое интересное. И самое скользкое. Потому что кто сыграет ту самую бывшую возлюбленную Боза, вот это и есть главная интрига. Официального имени нет. И тут в дело вступают поклонники со своей версией. Смотрите, что произошло. Сценаристка сериала, ее зовут Берна Арус, в начале августа подписалась в соцсетях на актрису по имени Хазал Тюресан. Обычная подписка. И все, этого хватило. Фанаты моментально сложили 2 и 2, раз сценаристка подписалась на актрису, значит, наверное, ее и позовут на роль бывшей возлюбленной Боза. Логично. На первый взгляд, да. Но давайте я вас притормозю. Потому что вот здесь ровно та граница, которую в интернете обожают перепрыгивать. Факт – это то, что Берна Арус подписалась на Хазал Тюресан. А вот вывод, значит, Хазал сыграет бывшую Боза, это уже не факт. Это догадка. Красивая, соблазнительная, но всего лишь догадка поклонников. Никакого подтверждения кастинга нет. Никакого. Люди подписываются друг на друга в соцсетях по 1000 причин. Так что давайте разложим по полочкам, чтобы у вас в голове была четкая картина. Прошлая Боза в новом сезоне будет, это точно. Бывшая возлюбленная и дочь будут, это точно. Дочь играет Азра Аксу, точно. А вот кто играет бывшую возлюбленную, большой вопросительный знак, и Хазал Тюресан здесь пока лишь фанатская версия, не более. И у меня к вам 2 вопроса. Первый. Как по-вашему, это подписка сценаристки, случайность или все-таки маленькая подсказка перед официальным объявлением?
А второй, и он поинтереснее. Если бы выбор был за вами, кого бы вы вообще хотели видеть в роли женщины из прошлого Боза? Напишите имя актрисы в комментариях. Я потом обязательно почитаю ваши варианты, а к этому вопросу мы еще вернемся в самом конце выпуска, так что запомните, кого вы предложили. А пока поклонники «Под землей» гадают над этим кастингом, другой известный сериал уже точно готовится к возвращению. Вот только прежним он, судя по всему, не будет. Совсем. Представьте вот такую ситуацию. Вы полюбили сериал. Дождались перерыва между сезонами, честно ждали продолжения. И вот вам говорят, второй сезон будет. Вы радуетесь. А потом узнаете, что от того сериала, который вы полюбили, почти ничего не осталось. Поменяли сценаристов. Поменяли режиссера. Обновили актеров. Даже время действия сдвинули. Вопрос, это все еще тот сериал? Или уже новый, просто под старым названием? Ровно об этом история сериала «Семья – это испытание». По-турецки его сокращенно называют «Абеи». И его второй сезон, судя по всему, перестраивают очень-очень серьезно. Что известно? 16 июля Берсен Алтунташ выдала целый набор изменений. Во-первых, у сериала новый сценарист Эртан Куртулан. Во-вторых, прежний режиссер Джем Карджи из проекта ушел. А переговоры о режиссуре велись с человеком по имени Ягес Алпакайдын. В-третьих, и это уже про сам сюжет, планируется временный скачок. То есть история сдвинется во времени. И вдобавок, новая главная героиня. Новое центральное женское лицо. Теперь про дату, и тут будьте внимательны. По сети ходит конкретное число – 22 сентября. Мол, вот тогда и стартует второй сезон. Это число действительно фигурирует на разных вторичных сайтах, причем висит там еще с мая. Но, и это мое честное «но», на официальных ресурсах канала АТВ я на сегодняшний день подтверждения именно этой даты не нашел. Так что 22 сентября держите в голове как ориентир из сети, а не как официально закрепленную дату. Может, так и будет. А может, сдвинут. И еще одну формулировку я поправлю. Кое-где пишут, что половину актерского состава обновили. Половину. Звучит громко. Но, честно говоря, это перебор. Изменения в составе действительно есть и заметные, но точную цифру половина ни один надежный источник не подтверждает. Поэтому, скажем аккуратно, обновляется часть состава. А насколько большая, посмотрим. И все-таки давайте вернемся к тому вопросу, с которого я начал. Смена сценариста, смена режиссера, новые актеры, скачок во времени, новая главная героиня. Это же почти полная пересборка. И тут я правда не знаю ответа, спрошу вас честно. Как вы относитесь к таким радикальным переменам между сезонами? Одни считают, что это смелость, шанс исправить ошибки и вдохнуть новую жизнь. Другие, что это предательство, полюбил тот и совсем другое. А вы на чьей стороне? Готовы дать обновленному сериалу второй шанс, или для вас это уже будет не то? Но следующая наша история, она вообще не про сценаристов и не про телеканалы. Она про куда более тонкую и болезненную вещь. Про ту самую границу между личной жизнью актеров и тем, что происходит перед камерой. И именно поэтому вокруг нее сейчас столько шума. Вот сейчас я попрошу вас собраться и слушать особенно внимательно. Потому что эта глава про историю, которая по сети разлетелась со скоростью пожара. Звучит она как готовый сюжет турецкого сериала. Прямо со всеми поворотами. И именно поэтому здесь как нигде важно отделить громкую версию от того, что на самом деле известно. А известно, забегая вперед, куда меньше, чем кричат заголовки. Итак, о ком речь?
Актер Азан Акбаба. Актриса Синем Унсал. Они снимаются вместе в сериале «Далекий город». И еще одно имя – Букет Акбаба, супруга Азана. А теперь та самая версия, которая гуляет по развлекательным аккаунтам и соцсетям. Я перескажу ее вам, но прошу, держите в голове слово «якобы» на каждой фразе. Итак, якобы у сериала были некие близкие, откровенные сцены между героями Азана и Синем. Якобы против этих сцен выступила супруга Азана, Букет, из ревности. И якобы в итоге эти сцены отменили, а сам Азан с этим согласился. Услышали? А теперь стоп. И вот самое главное, ради чего я эту главу вообще так осторожно строю. Никакого официального подтверждения всему этому нет. Вообще. Я специально искал. Ни канал, который показывает «Далекий город». Ни продюсеры сериала. Ни сам Азан, ни Букет, ни Синем. Ни даже Берсен Алтунташ, который обычно первый знает про такие вещи, никто из них ничего подобного публично не подтверждал. Я не нашел надежного источника ни для истории про семейную ссору, ни для утверждения, будто Азан лично потребовал убрать сцены. Это все воздух. Пересказ пересказа. Более того, давайте копнем в прошлое. Еще в июне 25 года, то есть больше года назад, Синем Унсал уже отвечала на похожие слухи о ревности. И тогда она рассказывала, что они, наоборот, общаются с семьями, что у них хорошие, дружеские отношения. Заметьте, это не доказывает, что и сейчас все гладко, год – большой срок, всякое бывает. Но это показывает важную вещь: подобные слухи вокруг этой пары раздувают не в первый раз. Это уже, если хотите, повторяющийся сюжет, который время от времени вытаскивают заново. Поэтому давайте я вам очень четко проговорю, что я не говорю. Я не говорю, что Букет потребовала убрать сцены. Я не говорю, что между супругами была ссора. Я не говорю, что Азан согласился. Все это на сегодня недоказанные утверждения о реальных, живых людях. А бросаться такими вещами в адрес реальных людей я не буду и вам не советую. Единственная честная формулировка здесь звучит так: в турецких соцсетях появился неподтвержденный слух. Точка. И официальных подтверждений ему нет. Но раз уж мы затронули саму тему, давайте я задам вам вопрос, уже без всяких слухов, чисто по-человечески. Как вы вообще считаете, имеет ли право личная жизнь актера влиять на то, какие сцены он соглашается играть? С одной стороны, это работа, профессия, ничего личного. С другой, за камерой ведь живой человек, живая семья, живые чувства. Где, по-вашему, проходит эта граница? Напишите, тут, я думаю, единого мнения не будет, и тем интереснее. И знаете, что удивительно? Разговор о том, что вообще происходит с актрисами рядом с мужчинами на экране, этот разговор неожиданно продолжила совсем другая известная звезда. Только заговорила она уже не про ревность и не про отмененные сцены. Она заговорила о проблеме куда более серьезной. И, честно скажу, куда более несправедливой. Помните, в самом начале выпуска я обещал, что ближе к концу мы поговорим об одной актрисе, которая оказалась в почти абсурдной ситуации. Для возлюбленной героя она уже слишком взрослая. А для роли матери почему-то еще слишком молодая. Так вот, мы к этому дошли. Ее зовут Селин Шекерджи. И это, пожалуй, одна из самых сильных историй всего выпуска. Я вас прошу, не проматывайте. Здесь есть о чем подумать нам всем. Давайте я начну не с фактов, а с самого этого парадокса, потому что он бьет наотмашь. Представьте актрису, которая застряла между двумя дверями. Одна дверь – роли молодых возлюбленных. Ей говорят: ты для этого уже стара. Вторая дверь – роли матерей.
Ей говорят: а для этого ты еще молода. И обе двери закрыты. Куда идти? Вот в такой ловушке, по ее собственным словам, и оказалась Селин Шекерджи. Материал с ее словами вышел примерно 7 августа, за пару дней до того, как я готовил для вас этот разбор. И почти все, что там сказано, это прямая речь актрисы и ее личный опыт. Давайте разберем, что именно она рассказала. История первая. Был случай с продюсером. Селин пробовалась в проект, где ее партнером по сюжету должен был стать мужчина, и мужчина этот старше ее. Старше. Понимаете? И при этом слишком старой для роли назвали не его, а ее. Женщину, которая младше своего экранного партнера. Вдумайтесь в эту логику. Мужчине его возраст не помеха, а ей помеха, хотя она моложе. И это не единичный случай, по словам Селин, а система. Она говорит прямо, рядом с мужчинами, которым за 35, хотят видеть девушек 23-24 лет. Вот такая арифметика. Мужчине под 40 и старше, партнершу чуть за 20. И актриса утверждает, что она из-за этого реально потеряла несколько работ. Не абстрактно, где-то кому-то тяжело, а она сама лично лишилась ролей. А теперь вторая половина ловушки, тот самый второй парадокс. Казалось бы, ладно, не берут на молодых возлюбленных, иди играй матерей, зрелых женщин. Логично же. А вот и нет. Потому что на роли матерей ей говорят обратное: ты слишком молодо выглядишь. И вот человек буквально повисает в пустоте. Для одних ролей стара, для других молода. И Селин задает очень простой, очень человеческий вопрос: что тогда вообще делать актрисе ее возраста? Куда ей идти? Я тут хочу быть аккуратным, как и весь выпуск. Я передаю вам именно личный опыт и личную оценку Селин Шекерджи. Я не утверждаю, что абсолютно вся индустрия поголовно и всегда действует именно так, это было бы слишком широким обобщением. Но ее голос, ее конкретные примеры, они дорогого стоят. Потому что за ними стоит не абстрактная теория, а живая женщина, которая рассказывает, как это устроено изнутри профессии. И вот здесь я хочу, чтобы мы с вами на секунду притормозили. Потому что за этой историей не только про кино. Это ведь про отношение к возрасту вообще. Про то, как женщину то и дело меряют это линейкой слишком рано, слишком поздно, почти никогда не давая просто быть в своем возрасте. И про то, что мужчине его года часто идут только в плюс, зрелый, состоявшийся, а женщине те же самые года записывают в минус. Скажите честно, а вы замечали это? Не только в турецких сериалах, вообще в кино, которое смотрите. Что герой-мужчина может стареть на экране спокойно, а его партнерши почему-то всегда молодые. Замечали за собой, что это воспринимается как норма? Напишите. Мне очень важно услышать именно ваше мнение по этой теме, потому что, по-моему, разговор давно назрел. Но давайте я вас не буду оставлять на этой тяжелой ноте. Потому что жизнь, она ведь про то, что новые возможности приходят в любом возрасте. И следующая наша героиня – прекрасный тому пример. Она решила не просто сидеть и ждать, когда продюсеры соизволят предложить ей роль. Она решила взять и создать историю сама. Своими руками. Вот и настал момент, ради которого я просил вас запомнить ту ниточку из 3 главы. Помните? Я говорил, что Ханде Эрчел прокомментировала беременность сестры и что мы к ее словам еще вернемся. Возвращаемся. Причем Ханде приготовила для нас не только слова о семье, но и настоящий сюрприз о самой себе. Началось все буднично. 8 августа Ханде заметили журналисты в районе Этилер, это в Стамбуле. Обычная встреча, обычные вопросы. Но ответы оказались интересными.
Первое, что она рассказала, сейчас она отдыхает и готовится к новому телевизионному сезону. То есть человек в паузе набирается сил перед работой. Дальше про предложение. И вот тут важный нюанс. Предложения к ней поступают, а она их рассматривает, но конкретный проект пока не выбран. То есть не так, что Ханде уже подписалась туда-то. Нет. Она в процессе выбора. Смотрит, думает, взвешивает. А теперь тот самый поворот, ради которого все и затевалось. Ханде Эрчил сама пишет сценарий. Сама. Актриса, которую мы привыкли видеть исключительно перед камерой, взяла и села за письменную работу. И сейчас, по ее словам, она занята именно этой частью, пишет. И вот здесь я должен вас поправить, потому что кое-где эту новость раздули. Кое-где написали, что Ханде пишет несколько новых сценариев. Несколько. Так вот, подтверждения этому нет. В исходной формулировке речь идет об одном сценарии, о том, что она находится в процессе написания. Один. Не несколько. Мелочь. Опять же, для меня не мелочь. Мы весь выпуск держим планку точности, и здесь тоже держим. Один сценарий, работа в процессе. Что именно она пишет, сюжет, жанр, для кого, пока неизвестно. И я не буду вам придумывать. Но сам факт то какой любопытный. Потому что это ведь возможное расширение ее роли в профессии. Одно дело – быть актрисой, лицом, исполнительницей. И совсем другое – становиться еще и автором, человеком, который сам создает истории. Согласитесь, для звезды такого масштаба это довольно смелый и неожиданный шаг. И, кстати, отличная перекличка с предыдущей главой. Помните, Селин говорила о том, как мало у актрис пространства. А вот Ханде берет и сама себе это пространство создает. Не ждет, а делает. Ну и, как обещал, возвращаю вторую ниточку про семью. По поводу беременности сестры Гамзи Ханде сказала, что вся семья очень счастлива и очень взволнована. И это прекрасно ложится на ту радостную новость про вторую девочку, о которой мы говорили в 3 главе. Получается такая двойная эмоция. С одной стороны, карьера, неожиданный творческий шаг, а с другой – теплое семейное счастье. И все это про одного человека в одни и те же дни. А вы бы хотели увидеть проект, написанный самой Ханде Эрчил? Как вам вообще идея, что актриса пробует себя в роли сценаристки? Это интересный ход или все-таки пусть каждый занимается своим делом? Напишите, любопытно, поверите ли вы в нее как в автора. И вот сейчас самый подходящий момент. Мы с вами прошли уже 12 историй. Прошли вместе кульминацию про Селин, разобрали громкий слух, отделили правду от вымысла в нескольких местах, где это было совсем не очевидно. Если вам такой формат по душе, когда не просто вываливают новости кучей, а спокойно, по-честному раскладывают, где факт, а где догадка, сделайте одну простую вещь. Подпишитесь и поставьте лайк. Мне это правда важно, а вам 30 секунд. И тогда следующий выпуск вы точно не пропустите. Договорились. Спасибо. Идем дальше, у нас еще 3 сильные истории впереди. Начну сразу с имени, потому что оно для вас важнее любого названия сериала. Джанер Джандарук. Актер, которого многие из вас прекрасно знают и любят. Так вот, у него новый большой проект. И собирается там, надо сказать, серьезная компания. Информация свежая, от 8 августа, время – 3:30 дня, и снова источник Берсен Алтунташ. Джанер Джандарук договорился об участии в новом сериале. Называется он «Хамал». И вот тут мне придется исправить одну ошибку в переводе, которая гуляет по сети, потому что перевод там неудачный. Кое-где название «Хамал» перевели как «портье».
Мол, работник гостиницы. Так вот, нет. Турецкое слово «хамал» означает совсем другое. Это скорее носильщик или грузчик. Человек, который таскает тяжести, работает руками, спиной. Понимаете разницу? Портье – это вежливый сотрудник на ресепшене в костюме. А носильщик – это совсем другая социальная история, другой герой, другая драма. Так что для правильного понимания сериала это важно, речь про носильщика, а не про портье. Кто стоит за проектом? А вот тут второе громкое имя. Сериал готовит Октay Кайнарджа для канала АТВ. И маленькая, но нужная поправка. Именно Октay Кайнарджа. Не Октан, как иногда пишут по ошибке. Октay. Человек в турецкой индустрии более чем известный и весомый. Что до самого Джанера, он присоединяется к составу, и его персонажа зовут Эгимен. Съемки, по имеющейся информации, ожидаются в сентябре. И вот почему на эту новость стоит обратить внимание, даже если сам сериал вам пока ни о чем не говорит. Объединение Джанера Джиндарука и Октая Кайнарджи в одном проекте выглядит очень многообещающе именно для серьезного драматического телевидения. Это два сильных имени, два тяжеловеса. И когда такие люди сходятся в одной работе, от нее обычно ждут чего-то мощного. Так что «Носильщик» — это, судя по составу, заявка на большой разговор. А вам как, важнее, кто снимается и кто продюсирует, или вы все-таки сначала смотрите на сюжет, а уже потом на имена? Напишите, по какому принципу вы вообще решаете, начинать смотреть новый сериал или нет. Мне любопытно, что для вас первично. Но у следующей нашей пары сегодня совсем другой повод оказаться в новостях. Никаких контрактов, никаких новых сериалов, никаких кастингов. Только 17 лет общей жизни. И несколько очень простых слов, которые растрогали, кажется, всех, кто их прочитал. Давайте немного выдохнем. После кастингов, после слухов, после тяжелого разговора про несправедливость в профессии, вот вам история, от которой просто теплеет на душе. Без интриг. Без подводных камней. Без единого якобы. Просто хорошая, честная человеческая история. Если вы застали эпоху «Тысячи и одной ночи», а я подозреваю, что многие из вас именно с этого сериала и начали свою любовь к турецкому кино, то эти два имени для вас как родные. Халит Эргенч и Бергузар Корель. Пара, за которой зрители следят уже очень-очень давно. И следят не только за их ролями, за их настоящей, невыдуманной семьей. И вот повод. 7 августа у них была годовщина свадьбы. 17 лет брака. 17. По нынешним временам, когда пары в шоу-бизнесе иногда не дотягивают и до пары лет, это, согласитесь, солидный, красивый срок. Материал об этом вышел 8 августа и был обновлен 9. А сама новость очень простая. Халит Эргенч опубликовал романтическое поздравление своей жене. И слова там были такие, что зацепили поклонников по-настоящему. Смысл его послания, если передать по-русски бережно, примерно такой: самые прекрасные 17 лет его жизни начались с нее. С Бергузар. И он пожелал, чтобы впереди у них было еще много-много совместных лет. Вот и все. Никакой сенсации. Никакого скандала. Просто мужчина спустя 17 лет брака берет и публично говорит жене, что лучшие годы его жизни – это годы рядом с ней. И знаете, в потоке всех этих новостей про отмененные сцены, про ревность, про то, кто на ком женится и кто с кем расстается, такая история, как глоток свежего воздуха. Как напоминание, что бывает и вот так. Спокойно, тепло, по-настоящему. Я тут даже не буду грузить вас длинной биографией, как они познакомились, что было дальше, сколько у них детей. Вам это и не нужно.
Достаточно того, что их история, и экранная, и жизненная, уже давно стала частью истории турецкого телевидения. Целое поколение зрителей выросло, глядя на них. И то, что спустя столько лет между ними все это живо, по-моему, дорогого стоит. А у вас есть такая пара из мира кино, неважно, турецкого или любого другого, на которую вы смотрите и думаете, вот бы так? Пара, чьи отношения вас по-настоящему трогают. Напишите, кто это для вас. Мне кажется, в комментариях сейчас соберется очень теплый список. Ну а нам с вами пора возвращаться туда, откуда мы, собственно, и начали весь этот выпуск. К новому телевизионному сезону. Потому что еще один большой проект канала ТВ уже успел отснять целых 3 серии. Вот только сама природа, в буквальном смысле, взяла и вмешалась в планы съемочной группы. Смотрите, какая штука. Обычно, когда сериал внезапно останавливают, причина одна из двух. Либо рейтинги, не пошло, не смотрят, закрываем. Либо какие-то производственные проблемы, деньги, конфликты, что-то сломалось внутри. К такому мы привыкли. Но вот вам история, где причина совсем другая. Здесь съемки остановила сама погода. В прямом смысле слова. И этим наш финальный сюжет и любопытен. Речь про новый сериал канала АТВ под названием «Коралловый особняк». И сразу, про название, раз уж мы весь выпуск воюем за точность. По-турецки это «Мерджан Кёшк». Кое-где переводят как «Коралловый дворец». Но это не совсем верно. Слово «кёшк» — это не дворец. Это особняк, богатый загородный дом, павильон. Не дворец с тронным залом, а именно большой красивый особняк. Так что правильнее – коралловый особняк. Вроде мелочь, атмосфера у названия сразу другая. Что известно по сути? Информация свежая, 7 августа, ближе к вечеру, и снова спасибо Берсен Алтунташ. Первые 3 серии сериала уже отсняты. Целых 3. Съемки шли в Тарсусе, это на юге Турции. И вот там-то и случилась загвоздка. На регион обрушилась сильнейшая жара. Настолько сильная, что снимать стало невозможно, и команде пришлось поставить работу на паузу. А новый график съемок на момент сообщения еще даже не был определен. То есть остановились, и пока не знают точно, когда продолжат. Теперь про тех, ради кого этот сериал, я думаю, многие и будут ждать. Главные роли: Кубилай Ака, Хавсанур Санджактутан и Бертан Аслани. Для поклонников турецких сериалов это уже само по себе весомый повод присмотреться к проекту. А за кадром собралась команда, которую тоже стоит назвать, потому что имена там говорящие. Историю придумала Ахунур Сердароглу, и, кстати, правильно именно Ахунур, а не Ахунюр, как иногда пишут. Над сценарием вместе с ней работает целая группа авторов. Режиссер Ехья Саманджи. А музыку пишет Тайгар Ишиклы. И вот на этом имени я отдельно остановлюсь, потому что для многих из вас оно прямо знак качества. Тайгар Ишиклы – это композитор, чья музыка звучала в стольких любимых турецких сериалах, что его имя в титрах само по себе создает настроение. Когда за музыку отвечает он, от проекта уже ждешь особой атмосферы. Так что смотрите, что получается. Сильный актерский состав. Серьезная авторская команда. Композитор-легенда. 3 готовые серии. И все это сейчас стоит на паузе, просто потому, что в Тарсусе слишком жарко. Иногда самые большие планы упираются в самые простые вещи, вроде погоды за окном. Но проект живой, серии сняты, и это точно один из тех сериалов, которого стоит ждать в новом сезоне. А вы вообще любите вот так, начинать смотреть сериал с самых первых серий, с премьеры, когда еще никто не знает, чем все кончится? Или предпочитаете дождаться,
пока выйдет побольше эпизодов, и уже потом смотреть залпом, не мучаясь ожиданием. Напишите, какой вы зритель. А заодно, ждете ли именно «Коралловый особняк»? Ну что, давайте на секунду остановимся и оглянемся назад. Потому что если сейчас собрать все, о чем мы с вами говорили, в одну картину, получается что-то по-настоящему удивительное. Вы только вдумайтесь. Буквально за несколько дней, за считанные дни, в турецком телевидении произошло вот что. Одни сериалы заканчиваются, не успев толком начаться, как «Закон природы» на своей 13-й серии. Другие полностью перестраиваются перед новым сезоном, меняя сценаристов, режиссеров и актеров, как «Семья – это испытание». Третьи только-только собирают состав и делают первые шаги, как «Носильщик» с Джанером Джандаруком или «Шапочницы» от команды «Красных бутонов». А четвертые уже отсняли первые серии и замерли в ожидании, как «Коралловый особняк» под палящим солнцем Тарсуса. И это только про сериалы. А ведь рядом, в те же самые дни, разворачивались истории куда более личные. Ханде Эрчел вдруг берет и садится писать сценарий, сама, своими руками. Селин Шикерджи открыто, честно, без прикрас говорит о болезненной несправедливости в своей профессии, о том, как женщину меряют возрастом. Пынар Денис и Керем Бюрсин появляются вместе в необычном кинопроекте большого режиссера. А в семьях Халины Босс, Гамзи Эрчел, Халита Эргенча и Бергузар Карель происходят совершенно свои, тихие и счастливые события: рождение, годовщины, признание в любви. Понимаете, да? Это ведь не просто список новостей. Это живой срез целого мира, прямо сейчас, в эту самую неделю. Кто-то прощается, кто-то только начинает, кто-то влюблен, кто-то борется за справедливость, кто-то ждет ребенка. Все сразу. И мы с вами все это увидели. И вот теперь у меня к вам вопрос. Всего один, но искренний. Какая новость из сегодняшнего выпуска удивила или порадовала вас больше всего? Не пытайтесь охватить все 15, просто назовите ту одну, что зацепила лично вас. Может, неожиданный шаг Ханде. Может, слова Селин, которые попали прямо в сердце. Может, 17 лет Халита и Бергузар. А может, теннисный корт Мирта. Напишите, мне правда интересно прочитать. А для тех, кто дочитал и досмотрел до самого конца, держите обещание. Помните, в главе про «Под землей» я просил вас запомнить, кого вы предложили. Вот и второй вопрос, тот самый. Как вы думаете, кто мог бы сыграть бывшую возлюбленную Боза в новом сезоне? Официального имени по-прежнему нет, версия про Хазал Тюресан – всего лишь догадка фанатов, так что поле для фантазий открыто. Напишите вашу кандидатуру. Кто знает, может, именно вы угадаете раньше всех. И знаете, что мне нравится больше всего? Что мы с вами прошли этот выпуск честно. Где факт, там факт. Где слух, там я прямо говорил: осторожно, это всего лишь слух. Если вам такой подход по душе, оставайтесь. Впереди будет еще много всего, и мы обязательно разберем это вместе. До встречи в следующем выпуске и подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Берегите себя и не верьте всему, что пишут в интернете. Проверяйте. Как это делаем мы с вами.